Всем привет, с вами Даша, и это, как обычно, очередное путешествие, очередной влог от меня. В этот раз я поехала в Китай. Мне было очень интересно поехать в Китай, поскольку я учу китайский в колледже, поэтому мне было интересно услышать, попрактиковать китайский. Хотя я больше была в афиге, чем практиковала. Но не суть. Ну что ж, давайте начнем рассказ моей истории о путешествии в Китай. Время нового влога. Сегодня я еду к своим друзьям в Китай, потому что я зря учу китайский или что. Я, конечно, сомневаюсь, что смогу прям говорить с ними, но чуть-чуть. Нихао. Или даже, блин, нет, заморочки. 505. Расставаться с тобой я 1000 раз, но опять и опять. Попытаюсь снять сердце, высечь имя любимое. День вылета Алмата настолько офигела, что у нас бахнул снег. Прям жестко. Там уже прям регулярно идет снег. Я так не хочу в Алмату, там холодно, там снег. Это так тепло, я хожу в футболке. Нам уже собираться выезжать, а на улице бахает снег. Там прям. И все потому, что мы поехали отдыхать, и природа в шоке, понимаете? Да. Выезда уже час где-то. Егор, у тебя самый важный рюкзак. Там лежит печенье. Эй, молния, готов? О, да, Маквин, готов! Well, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clothing. Cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, please don't go away. But when I play... Я здесь, а ты там, мужчина, один за всю семью. Ты понял меня? Почему надо дальше здесь сейчас? Потому что ты мужчина. Оба! Давай, хороший. Короче, я Big Brain. Я с собой взяла ножницы для парика. У меня их забрали. Ну, мы потом их сможем забрать, но сам факт. Я тупанула, положила их в рюкзак, а не в чемодан. Так что я без ножниц. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby. The fall from my... Сегодня у нас курица с макаронами. И вот этот бокс огромный. You better get away, darling, 'cause everything you heard. Нам осталось лететь где-то 5 часов. Смотрите, короче, это Сяосинь Каймен. Осторожно, двери открываются. Тут вот это Син. Дальше не знаю. Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. В принципе, полет был нормальный. Мы прилетели сюда, заселились в отель, все было окей. Но была одна только проблема. Одна единственная проблема, которая есть в Китае, это интернет. Потому что я подключилась к Wi-Fi отеля, но у меня ничего не грузило вообще. Инстаграм, ТикТок, Пинтерест, Телеграм, Ватсап, вообще ничего. Я подключала VPN, как советовали в автобусе, но мой VPN вообще не подключался, не работал, и ничего не происходило вообще. И я уже смирилась с тем, что я буду неделю без интернета в Китае. Буду снимать влог, потом прилечу в Алмату и такая: привет. Меня неделю не было. Что со мной было? Я была в Китае. Было бы круто. Коровы типа. Что-то вкусное.
Я не знаю, как мне. Я сейчас не могу никуда из наших сетей подключиться. VPN не отказывает работать. Йогурт. Очень вкусный. Спальня раз, спальня два. Вообще-то. Телевизор. Так сидят и рассказывают люди о чем-то интересном. Скажи нихао. Нихао ма. Вохенхао, нине. Кажется, это будет челлендж. Я изолирована от общества на неделю. На неделю. Я в шоке. Во, чонго рен. Во, бу, выкилан рен. Во, сянзай чонго рен. Позже я, конечно, нашла уже нормальный VPN, которым я сейчас пользуюсь. Интернет, конечно, все равно фиговый, но лучше, чем ничего, если честно. Чем недели без интернета, лучше уж так. Главное, сообщение тянет. На этом спасибо. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be. У нас вот такие монетки. This biggity boys a diggity dog. I have them like Miley Cyrus, clothes off, twerking in their bras and thongs. Тут написано 45 надо. Я добила, я выиграла. Тут написано 100. У меня 154, а тут 300 хотят. Разводилово. Я пошла на другое разводилово. На вот это. Так. I believe I can fly. Оно отпустило. Simba, face down, booty up. Я видела его у нас в Алмате, но в Китае это другое дело. Ты жвачку жуешь китайскую, да? Ну, Вот так вот китайцы. нафига тут нет замка? Та-дам! Спасибо. Аллачу, молот. Иди расскажи, что ты видела в ананасе. Не помню. Первый день мы только поселились в отель, покушали, сходили в магазин, чуть-чуть погуляли. И в целом это было все. Мы легли спать, и все. Первый день мы просто отдыхали от полета. Потому что лично я в самолете не очень выспалась. Поэтому, да. Вроде было написано, что это мочи. Интересная моча, однако. На второй день мы поехали, точнее, как поехали? Там все так рядом было, нам так такси вызвали, как будто мы 10 минут бы ехали, а на деле мы проехали такой маленький промежуток, и все, мы приехали. Мы пришли на обследование в Центр китайской медицины.
где все врачи, они бывшие военные, и там по пульсу и просто по прикосновению к твоему телу они понимают, что с тобой. Вот просто без всяких рентгенов, УЗИ, шмузи, вот этого всего. Они понимают, что с тобой. Ну, основные проблемы. Типа там говорят, может, у тебя надо то сделать или надо все сделать. В общем, основное они понимают вот просто вот так вот. И это все было бесплатно. После этого они тебе говорят, советуют, что лучше тебе сделать. Может быть, массаж, может быть, какие-то травы пропить. Ну, может, и иголки вот эти сделать, банки. Кстати, тут очень много туристов, которые делают вот эти вот банки на спину. И потом они ходят в купальниках с этими следами от банок. Мы пришли в какую-то лечебную больницу, Феникс. Там чаёк налили. Капец, они хорошо на русском шпарят. Конфет. Кто хотел там что, сюда вот приезжайте. После этого обследования мы захотели покушать, но мы не успели на обед, поэтому мы пошли в ресторан, точнее кафешку, которая была рядом, заказали там еды, покушали и пошли спать. Обеденный сон Егора. Ванная просто посреди комнаты меня все еще шокирует, а на этих дверях нету замков. После сна Егора в этот день мы поехали на ночной рынок. Такое часто популярно в таких странах, типа Корея, Япония, Китай. Сейчас мы поедим и едем на ночной рынок. I took a page out of your favorite book. You sold me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching the way you move. И, честно, я очень сильно офигела, потому что там было столько огня и столько криков. Там так орали на китайском еще. И я вроде бы учу китайский, но в то же время я ничего не понимала из этого слова, потому что все орут одновременно, просто все разом одновременно орут. И в целом я ничего из этой еды не захотела покупать, брать что-то. Я просто прошлась, офигела от этой атмосферы, ушла. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man. I'm just a man. No more thinking about you late night. No more running around with your friends now. Done picking the pieces up. И поэтому, да, вот такая прогулка по ночному рынку, чуть-чуть прошлись, офигели, ушли. Потом мы купили игрушку Егору. Ну что такое? Занято все время. И после этого, в принципе, мы уехали. Ничего не захотели покупать там. Но когда мы приехали в отель, у нас чуть не случилась одна трэш-история. Когда мы уже хотели с ночного рынка ехать домой, то надо было вызвать такси, а у нас ни приложения, ничего. И как бы с улицы надо было вызывать по старым добрым. И там стояла такая, была дорога такси. Мы подошли к первому таксисту. Я типа говорю, извините. Вот, и даю карточку. Там вот есть карточка, которую написал наш отель с нашим названием отеля и типа адрес отеля. И они сказали, если вы покажете эту карточку,
таксист поймет, куда вас везти. Мы такие, окей. Я ему показываю эту карточку. Он что-то говорит, и мне послышалось, что он говорит Гармони. Ну, Гармони это наш отель, так называется. Я говорю, ну, Гармони, да, Гармони. И получается, мы сели, и он везет нас. Вроде как бы все норм. Он везет нас вроде как по нашему маршруту в наш отель. Но когда мы приближаемся к отелю, вот отель, мы приближаемся, и он не останавливается возле него. Он просто проезжает мимо. Ну, естественно, мы с мамой начали останавливать его, говорить, что нет, вот сзади наш отель, как бы, он здесь. Он такой, да. Мама говорит, ну, Гармони. Он, короче, развернулся, мы заплатили, высадил нас, все окей. Мы дошли до отеля, no, I mean... А если бы это был не тот маршрут? Мы бы не попали в отель. Нас бы высадили непонятно где. Кстати, карточка. Сейчас. Вот карточка. Название нашего отеля. Просто смотрит такой. Та-да-да-да-да-да. Гармони. Надо учить китайский, потом только сюда приезжать. Учите китайский, ребята. Вон. У нас возле отеля тоже есть своего рода мини-ночной рынок. Он предназначен больше для туристов, но who cares? И вот там я нашла клубнику в стекле, которую я хотела очень сильно попробовать именно в другой стране. Не в Казахстане, а где-то за рубежом. Вот я ее взяла, мне очень сильно понравилось. Так, теперь нормально видео. Ничего не говори. Ага, силой сидит, ничего не говорит. Мы, короче, были на ночном рынке, но у нас под домом рынок лучше, чем там. Я еще обязательно ее еще раз возьму перед тем, как уеду, потому что это было прям вкусно. И там еще мама себе взяла ананасовый коктейль, и он тоже был офигенно вкусный, причем без всяких добавок. Там просто настоящий ананас, льда добавили, чтобы похолоднее было, и все. Это было очень вкусно, по словам мамы. Я ананас не очень сильно люблю. It's all about the flow. I said I would die for you, baby. But I can't take this pain no more. I thought I was willing, but tonight I saved my life when I showed you the door. I don't wanna lose you, baby, but I can't play. Конечно, первые дни в Китае были очень ленивыми, и весь отпуск у нас вышел чисто такой чиловый, по кайфу, лишь бы отдохнуть, и все. Еще в этот же день я научилась сама варить креветки, потому что они подаются сырыми, и поэтому там либо ты их сам варишь, либо тебе надо отдать креветки человеку, который их пожарит. Вот, но я выбрала варить, и там приносят такую кастрюльку, и нужно самому варить креветки. Я немного пугалась, что я отравлюсь своими же креветками, но, слава богу, этого не произошло, и с того дня я каждый день на ужин ем креветки, которые сама варю. Пока что со мной все хорошо. Слава богу. В общем, здесь такой прикол. Я не знаю, может, вы видели Корею в аниме, мангах, драмах. Там, когда на столе, типа, вот так вот делать, да? Здесь такой по вечерам есть. Типа, креветки, допустим, сырые ложат, их надо делать. Всякие мясо, еще что-то тоже надо делать, самому варить, то есть. И вчера я взяла одну креветку, мне женщина говорит, только они типа сырые. Потом до нас мама доперла, что их надо делать, но мы не поняли как. Сегодня мы и нашли чувака, который объяснил все это. Так что сейчас мама придет, и мы попробуем делать креветки. А пока. Did somebody say just be ding dong? Ring a ding ding, they say just be. Want my curry in a hurry, exercise on the low. And I want my say, yeah, yeah, yeah.
sushi while I watch a movie. Papaya salad while I sing a ballad. Need some ice cream, make it a swirl. Gotta treat this California girl. When you're running through, there's only one place to go. 'Cause I get what I want when I want it. Margarita with extra cheese on it. Download now, all I gotta do is pull out my phone. Easy 1, 2, 3, local whip, triple shot, it means a lot to me. Back from the club, sandwich, eating subs in the tub, finished. Spicy chicken when I'm... На третий день у мамы был день рождения. Я утром передала маме цветы от папы. А еще тут все работает через карточку. Помимо того, что у нас открывается дверь комнаты через карточку, у нас еще в лифте, чтобы подняться на свой этаж, надо пикнуть карточкой. Я потом покажу. Смотрите, я могу нажать на 5-й этаж и на 1-й. На 10-й она не нажимается. Только вот так. Это маме цветы. Папа подарил. Я тут купила. И вообще, в этот день мы должны были поехать на обзорную экскурсию по городу. И, типа, погулять по городу, посмотреть, что вообще есть. И мы думали выбрать места, которые нам понравятся. И если что-то не успеем, приехать еще раз самим и там погулять самим. Вот. На что вы думаете, мы поехали? Егор спал. Очень сладко спал. Он вообще не просыпался. Абсолютно. Ни в какую. Он спал. Поэтому мы дождались, пока он проснется. После этого мы сами позавтракали и... сами поехали в торговый центр. И, честно, я рада, что Егор не проснулся, потому что нам сказали, что дадут 1,5 часа по этому торговому центру погулять. Мы бы не успели ничего за 1,5 часа. Сейчас мы едем в торговый центр, потому что в 8 мы не смогли поехать, так как этот молодой человек в рубашечке спал. Так же я. Там ты еще не зашел в торговый центр, уже идет реклама Зверополиса. Это не Зверополь, это Зверополис. Там огромная статуя, это Джуди Хопс. Я возле нее сфоткалась, мы заходим, и уже начинаются зоны, которые посвящены Зверополису. I messed up tonight. I lost another fight. I still mess up, but I'll just start again. Я так понимаю, это подготовка к мультику Зверополис 2, который я тоже жду. Вот. И просто тут интерактивы всякие, тут фотозона, тут фразы со Зверополиса. Везде наклейки Зверополиса, абсолютно не везде. И потом там была отдельная зона, которая посвящена мерчу Зверополиса. Игрушки всякие, значки, пины, одежда и вот это все. Я, естественно, не побилась на маркетологический ход с мерчем, и вы не подумайте, что я его купила. Короче, накупили мы там вещей. Милая пони. またいたら戻らないと言って目指したのは I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, and then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. I won't give up, no, I won't give in.
Я в фуре. Тебя так долго ждали, милая Поль. Парень типичный, американский.情丝挥剑，断了纠缠仍相连，有谁怜灭了明灯对残月？往事化蝶，掠过花丛又离别，忍着泪，等待重遇的喜悦。花瓣落成雪，满城有魂烟，曾信仰的爱丝毫未冷却。И уехали. 眼为憔悴，突然。 4-й день. Он снова ленивый. Believe I can fly. Where you at? Where you at? Oh, you got plans. You got plans. Don't say that. Shut your trap. I'm sipping wine. Sip in a robe. I look too good. Look too good. Мы покупались, погуляли в ананасе. Объясняю, что такое ананас. Ананас — это очень популярный торговый центр в Дадунхае. Это такая туристическая зона. Я думаю, это можно назвать достопримечательностью, где, ну, это прям база Дадунхая. Если ты в Дадунхае, ты обязан туда съездить. Вот. Но нам повезло, что у нас ананас прям очень рядом с нашим отелем. Типа ты просто выходишь с отеля, поворачиваешь направо, и все, ты уже в ананасе, ты можешь тут покупать. Там есть всякие сувениры, есть супермаркет продуктовый, куда ездят даже сами китайцы. Потом одежда есть, фудкорт, можно так назвать, есть. В общем, там все есть, и большую часть сувениров, даже почти все сувениры, мы покупали там. Дай мне его. Одежду вот мы покупали в том торговом центре, где я вот это купила. А прям сувениры в ананасе уже. И очень часто мы заходим в ананас на самом деле. То коктейли, то еще погулять. Там есть еще библиотека. К сожалению, там не было книг на китайском с переводом каким-нибудь. Либо на английский, либо на русский. Вот так бы я купила книгу. Пась. Да, представляешь? Да. Я смогу. Тихо, не бей. Давай, давай. I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma. Давайте перейдем сразу к 5-му дню. I've been around the world in a. Он вот самый-самый интересный из всех дней, в которых мы были. Потому что именно в этот день мы поехали на остров обезьян. Ну, я думаю, это не совсем остров, как сказал гид, это больше полуостров. Ну, мы были на полуострове обезьян. Туда мы сначала ехали на автобусе. Остров чего у нас сегодня? Обезьян. Pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water. У нас сегодня остров обезьян. На фоне орут китайский микрофон.
Где-то были обезьяны сейчас. Вот обезьяны. Out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, take me to my Ворсиан, Шоуджан. peoples. Show them some love. Could have someone to relate to. А потом остальную часть дороги нам нужно было проехаться на канатной дороге в открытой кабинке. Could have someone to relate to. See, I've been traveling forever, but now that I found a home, feels like I'm in heaven. See, I've been traveling forever, but now that I'm home, feels like I'm in heaven. See, I've been traveling forever, but now that I found a home, feels like I'm in heaven. Feels like. Как вы видите на видео, там есть деревня на воде. Буквально. Она называется Линшуй, и там, правда, живут люди, и они даже не выходят на сушу. Есть поверье, что люди не смогли заплатить налог на землю, и поэтому они стали жить в лодках. А от этого они начали строить дома, которые, собственно говоря, на воде. Они там же вырастают, там зарабатывают себе на жизнь, и все делают там. Детей они специально не выпускают на сушу, то есть их не отправляют учиться в школы, учиться в университетах, чтобы дети не захотели оставаться жить на суше и всегда были с ними на воде. Основным их заработком является то, что у них есть огороды свои, в которых они выращивают морепродукты, и их они продают там ресторанам, либо на рынке. Дома там разные. Есть дома, где более по-современному, так скажем, то есть там есть свет, есть микроволновка и всякие такие бытовые товары. Но есть дома, которые, ну, прям, совсем бедные, это лачушки, там нету ни света, ничего. И вот где нету света, и вообще изначально эти люди, они просыпались с восходом солнца и засыпали заходом солнца. И есть люди, которые по сей день так живут. Но в нынешнее время по поводу детей очень часто молодежь, она уже уезжает оттуда, и поэтому в этих деревнях, точнее в этой деревне, в основном остаются старики да старушки, и они привыкли там жить, так живут, зарабатывают, и вот так вот. Давайте перейдем к самому острову обезьян. Точнее, полуострову. Пока мы ехали на автобусе, нас прям готовили к этому острову. Они сказали, что одежда, в принципе, им не очень интересна, и вообще вещи, сами вещи, типа телефон, там, штатив, все что угодно, им не очень интересно. Вода им тоже не особо интересна. Все, что их волнует, это еда. И получается, нас предупреждали, что нельзя открывать рюкзаки там, потому что обезьянам сразу кажется, что там есть еда, и они начинают забирать рюкзак, открывать его, все разбирать, смотреть. Но также нельзя, правда, ложить туда вкусняшки, потому что у них очень сильный нюх, и они, естественно, нападут на этого человека, у которого вкусняшка, заберут рюкзак, заберут еду, и они сами разберутся. Обезьяны очень умные, и они могут сами открывать фантики, какие-то пакеты, вот это все раскрывать они могут сами. Но если у тебя нет вкусняшек, нужно держать руки не в кулаках, потому что так они могут подумать, что там лежит что-то. Поэтому руки нужно было всегда держать открытыми. Если обезьяна вдруг подходит к тебе, то нужно было сразу раскрывать руки, показывать, что у меня ничего нет. В карманы руки ложить тоже нельзя, потому что им также кажется, что у тебя есть еда. Поэтому исключительно вот так вот. Нас еще до этого предупреждали, что красного нельзя ничего надевать,
Но прикол в том, что у туристической компании сама была форма красного цвета, и они же не могут ее поменять, они ходят в этом, поэтому доказательство того, что вещи и цвет их не особо интересует. Единственное, что красное их интересовало, рассказывали, что одна девушка пришла с красными ногтями, и вот они смотрели, потому что им показалось, что это ягодки. А вот если руки держать в кулаках, они могут прям насильно подойти и раскрывать вот каждый палец, чтобы посмотреть, есть ли у тебя что-то внутри или нет. Вообще, нам сказали, что эти обезьяны очень контактные, они вежливые, они привыкли к людям. Можно вот так вот ладошку дать, где еда будет, и ты можешь их покормить. Ой. Дай ей просто это. Отдай им эту коробку. Даша, отдай коробку. Держи. Не знаю, мне в этот день попались немножечко агрессивные обезьяны. Просто это. Дай. Из-за интересных фактов про обезьян, которые нам рассказали. Вот этот вот остров обезьян — это вообще целая цивилизация обезьян. Люди, можно сказать, там по приколу. Это либо гости их, либо прислуги, и все. Там больше нет никого. Потому что у обезьян выбирается король раз в 4 года. Как и у нас, можно сказать, президент выбирается. Он у них выбирается путем схваток. И вот сильнейший является королем обезьян. Можем ли мы понять, кто из них король обезьян? Можем. По хвосту. Если у них хвост поднят, то это, собственно, король. А обычно у обезьян хвост опущен. Это не короли. И, кстати, самки предыдущего короля, они могут все уйти к новому королю. Нам сказали еще, что обезьяны очень хорошие пловцы. Там есть бассейн на этом острове. Но, к сожалению, мы не увидели, как они плавают. И на этом острове, внимание, есть тюрьма для обезьян. Туда сажают самых плохих обезьян, которые, сделали, прямо неплохо себя вели, и их посадили в тюрьму. Уже было, получается, я так поняла, что там уже было 3 обезьяны, и 3-я сейчас отбывает свой срок, так скажем. Ее скоро уже выпустят, и вроде она осознала все свои действия и стала послушной. Туда, если я не ошибаюсь, даже короля обезьян посадили. Он был очень непослушным мальчиком. Если обезьяна вам улыбнулась, то это не очень хороший знак. Она вам не улыбается. Она вас предупреждает. Она вам показывает свои зубы, предупреждает, что она может на вас напасть. И если что-то делаешь не так, то она точно нападет. И поэтому нам нельзя было улыбаться им тоже, потому что, когда мы улыбаемся, мы показываем свои зубы. Именно улыбка зубами, мы показываем свои зубы, и они воспринимают это как предупреждение им. И еще нельзя задерживать взгляд. Если вы пересеклись взглядом обезьяны, нельзя задерживать взгляд на ней, потому что она тоже воспринимает это как угрозу какую-то. Поэтому если пересекся взглядом с обезьяной, лучше увести взгляд куда-то, чтобы она не думала, что вы нападаете. А если посмотреть на нее долго, еще улыбнуться зубами, это, мне кажется, это быр на быр схватка с обезьяной. Те обезьяны, которых вы видите на видео, это гуансийские макаки. Это гуансийские макаки. На этом же острове есть шоу обезьян, которые показывают периодически. Там есть расписание, какое время они показывают. Вот я попала на одно время и посмотрела шоу с обезьянами. Первая часть это был клоун и каллиграфию показывали. 有想要体验骑马的小朋友可以先走。大驾光临，表示衷心的感谢和热烈的欢迎，欢迎大家。我们的演出总共来参加游戏。 直接抛就行。哇，太棒了！来吧，送给你一个气球，祝你玩得开心。来吧，现场的好，来给现场的好朋友们打声招呼。还有我们左边的朋友，还有咱们右边的朋友，来，双手叉腰，左右跳动。
着小丑的节奏，加油加油，节奏越来越快了。来吧，大家来点掌声鼓励一下。То есть человек рисует каллиграфию так, что он рисует иероглиф, но в то же время значение иероглифа действительно вырисовывается. То есть, если есть иероглиф обезьяна, там как будто проявляется голова обезьяны. 高级别书画院的副院长，年近70的杨。怎么样？写的好不好？非常漂亮，用墨厚重、圆润、饱满，显得潇洒飘逸。Вот, и после этого уже идет шоу с обезьянами. Но нас предупредили, что если слишком впечатлительно и не очень нравится обращение, то лучше не смотреть, потому что многие после этого шоу выходят расстроенными. Я сняла это шоу полностью и хочу вам показать его, но если вам будет неприятно, лучше пролистаньте его. 和师傅唱反调呢。是把帽子戴上。 这怎么办？把师傅的帽子也给摘了。这是猕猴节的黑社会啊，连刀都拿出来了。В целом этот остров мне понравился, мне понравилось походить, погулять, посмотреть на них вот так вживую. То, что есть функция фото с ними, и они прямо на тебе сидят, тоже очень прикольно. Единственное но, они были слишком агрессивными, когда я их кормила. Нам сказали, что нельзя кричать, ну, это их пугает. А я случайно закричала. Я закричала, потом такая... Кричать нельзя было. После острова нас отвезли пообедать. На обеде, что у нас потом должна была быть змеиная ферма, но я об этом не знала. Но у нас вся группа устала очень сильно, и поэтому все разом отказались от змеиной фермы. Нас развезли по домам. Hey, my watch! Game start. 아파트 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 kissy face sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need
это сегодняшний день. У нас сегодня был аквапарк и океанариум. Но про это я не могу ничего рассказать, только вам могу показать кадры красивых рыбок, красивого океанариума. Show me how you care. Tell me how you loved before. Show me how you smile. Tell me why your hands are cold. Show me I'm turning around, I'm having visions of you. Then I understand. Different I'm dreaming of is far away. But I'm here, I'm here. Show me how you're proud. Tell me how you reach the moon. My further away tonight. My heart felt to love again. I'm turning around, I'm having visions of you. Then I understand. Different I'm dreaming of is far away. It doesn't feel my love, but I do. I do. Ну а про аквапарк, он прикольный, но там не особо много аттракционов. Есть две зоны, как бы прям взрослых, прям экстремальных аттракционов. Было еще две зоны спокойных аттракционов, и одна из этих зон, она была полностью закрыта на ремонт. Там были всякие горки вот такие прям. Это жалко. Ну ладно. Я потратила час, ходив туда-сюда и купила эту штуку. Теперь мой телефон не утонет, наверное. Все, вы в защитном стекле. Я надеюсь, он не утонет. Девочки, вы упали. Была открыта другая зона, и там я прокаталась на 3, получается, аттракционах. Один из них, он был с таким матрасом, я не знаю, как это назвать. Ты держишься за него и катаешься по горке. Его я снять, естественно, не могла, потому что руки, заняты. И меня туда не пустили с телефоном. Я хочу найти горки, где пускают с камеры, потому что на первой прокатилась. Прикольно, легкая, такая не страшная. Но с камеры туда не пускают. Потому что я ее никак не смогу держать. Вот. Поэтому я надеюсь, я найду что-то, где можно взять телефон. А второй аттракцион, там тебе дают круг. Ты сначала
катаешься по горке, а потом соединяют аттракцион с океанариумом, типа там рыбки вот так плавают. Это было прям прикольно. Party in Ipanema, baby. I wanna party. I want... И третий аттракцион, на котором я каталась, это... Я не знаю, как это назвать, но я вот здесь покажу. Вот это вот. Я вначале очень сильно боялась и думала, может, не надо идти, но дело в том, что с этим аттракционом был соседний аттракцион, более, менее опасный, менее страшный, чем этот. И на вот этот менее страшный всегда была огромная очередь, которую я не хотела стоять. А на вот этот мой очереди, она была, но маленькая, и в основном меня всегда пускали с первого раза. То есть там кучками пускают людей, и вот меня в основном всегда пускали первый раз. Я вот 2 раза каталась, и меня пустили 2 раза, как бы быстро очень. Сначала было страшно, и когда я залезла вот в эту кабинку, я уже подумала, нафига, может, уйти? А я еще без аппаратов катаюсь, и я слышу, что там какие-то английские звуки, или на китайском, что там отсчет был, типа 3, 2, не знаю на каком языке, но был отсчет типа 3, 2, 1, и какой принцип, ты вот так стоишь, и вот эта штука, она просто вот так, и ты летишь. Мне было страшно, но мне прям понравилось, потому что я люблю иногда адреналин получать, и вот это было прям круто. Поэтому я пошла на него 2-й раз и избежала всех очередей. Смарт. Потом мы вкусно покушали. Что еще могу сказать? Мама покушать купила. И поехали домой. Все. Мы сейчас поедем в отель. Аквапарк топ. 10 из 10. И знаешь, что я тебе скажу? Это 10 из 10. И это жизнь, брат. Развлечений немного, но учитывая то, какое короткое время нам дали, в принципе. Мангровый лес, да, наверное, тема. 这呗。行。不要送他们进去吗？不用，他们自己去。他们也在这下呀？对。好，那行，可以。没事，我在这想，在这教。他们呢？他们也是在这。行。这个，完了那个，我跟他们说了啊。好好好。еще раз спасибо вам большое. Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Так точно, капитан! Кто проживает на дне океана? SpongeBob SquarePants! Желтая губка, малыш без изъяна. Too much. All of the people stop to rush by. Uneasy twisted dance, can't find a drink of man. Where all my keys? I lost my phone. What's gone? Где я сейчас и сижу. На данный момент, пока я снимаю вот это видео, мне остался еще 1 день в Китае, то есть это завтра, и все, в субботу утром мы уже уезжаем домой. Я завтра хочу сделать косплей на девушку из манхвы, я просто покажу лучше, я думаю, по имени мало кто знает. Погулять в ней, поделать фоточек, и все, в принципе, надо уже собирать чемоданы и ехать домой. Сегодня я делаю косплей, а еще я нашла банановый хлеб. Я не чувствую банана. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Ты летишь домой, Егор? Да. Все, едем домой. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. У меня отобрали пауэрбанк и положили его в вакуумный пакет. В общем, нельзя им пользоваться вообще.
меня 20% на телефон. Еще смотрите, что покажу. У меня что сломан. Берешь? Видите?